Добрый день, друзья! Сегодня предлагаю посмотреть свежим взглядом на представителя ветки эсминцев Паназии в игре «Мир кораблей», а именно эсминец 8 уровня Синьян. И начнем мы со статистики по всем эсминцам 8 уровня за последние 28 дней. И здесь эсминец смотрится неубедительно. Синьян занимает позиции ниже средних по проценту побед, опыту, нанесенному урону и количеству потопленных кораблей, как на европейских серверах, так и в РУ-регионе. И это довольно удивительно, так как в моем списке эсминцев Синьян не пасет задних. Итак, давайте разберемся, что из себя представляет этот эсминец в игре «Мир кораблей». Рассмотрим перки командира и обсудим модернизации, с которыми я играл. Кроме того, попытаемся понять, в чем его слабые стороны и есть ли сильные. Кто-то научится их использовать, а кому-то будет проще противостоять этому эсминцу. Эсминец имеет ниже среднего на уровне количество очков боеспособности – 15500. Да, на уровне есть такие жирные эсминцы, как Меркер и Акизуки, с боеспособностями 22300 и 20400. Но есть и эсминец Оланд с боеспособностью всего 14100. Синьян имеет типичное для класса бронирование, которое перед вами сейчас на экране и особого разбора не требует. Бронирования попросту нет. Синьян имеет пусть и не лучшую, но довольно неплохую маскировку на уровне. После разделения внешнего вида и экономических бонусов, базовая заметность всех кораблей снижена на 3%. Теперь дальность видимости с кораблей составляет 7,2 км и видимости с самолетов 2,9 км. Прокачав перки капитану и установив модернизации, получаем приятные 5,8 км засвета с кораблей и 2,3 км с самолетов. Лучшую маскировку на уровне имеют Асашо, Кагера, Казак и Лайтнинг, а остальные эсминцы имеют такую же маскировку или хуже. Таким образом, наша маскировка позволит пересвечивать довольно большое количество одноклассников, и мы по-прежнему способны организовать эффективный насвет для своей команды. Синьян имеет базовую максимальную скорость хода 37,5 узлов, и это средний показатель на уровне. Наличие расходника форсаж немного улучшает ситуацию. Лучший на уровне радиус циркуляции 570 метров и довольно приятное время перекладки рулей 3,5 секунды. Совокупность этих характеристик дает среднюю для класса подвижность и прекрасную маневренность, которая не раз спасет в последнюю секунду от вражеских торпед. Перейдем к орудиям. 4 орудия в 4 башнях с типичным для уровня и класса калибром 127 мм. Дальность ведения огня 12,5 км, которой вполне хватает в большинстве случаев. Невысокая скорость полета снарядов 792 метра в секунду для фугасов и бронебойных. Точность стрельбы по цифрам одна из лучших на уровне. Углы наведения особого дискомфорта не вызывают. Хорошая скорость перезарядки орудий 3,3 секунды. Следует также отметить средний урон для фугасных снарядов 1800 единиц и ниже среднего для бронебойных снарядов 2100 единиц. А также не самое лучшее на уровне бронепробития на фугасах 21 мм и низкий шанс пожара всего 5%. Подводя итог по главному калибру, нужно сказать, что малое количество орудий и невысокий разовый урон негативным образом сказываются на ДПМ эсминца, как на бронебойных, так и на фугасах. Но использовать фугасные снаряды все же предпочтительнее. Пожары прекрасно действуют в связке с затоплениями торпед, бодро минусуя врагов. И вот мы подошли к изюминке ветки Паназии, глубоководному торпедному вооружению. Эти торпеды гарантируют нам высокую эффективность против линкоров, крейсеров и авианосцев, и абсолютно бесполезны против эсминцев. И, пожалуй, такая концепция торпед учит всех эсминцеводов наиболее эффективному применению торпед, а именно против наименее подвижных противников. Торпедное вооружение эсминца представлено двумя пятитрубными торпедными аппаратами с возможностью пуска с любого борта и имеют следующие характеристики. Один из лучших на уровне шанс затопления
340%. Для сравнения, европеец имеет шанс затопления всего 173%. Максимальный урон каждой торпеды 16 633 единицы, и это средний урон на уровне. Дальность хода торпед средняя 9,5 км, и с учетом нашей маскировки очень комфортная для оборонительной тактики игры и уже менее эффективна в атаке. Если рядом нет авианосца или РЛС, у нас имеется довольно широкое окно инвизного пуска торпед. Невысокая скорость хода торпед на уровне всего 59 узлов, а вот заметность торпед лучшая на уровне всего 700 метров. Время перезарядки 117 секунд, и этот параметр ниже среднего на уровне. Но у нас есть расходник ускоренная перезарядка торпед, который формирует чудовищный спам торпед. Таким образом, Синьян получил самые незаметные торпеды на уровне, которые к тому же имеют хороший урон, и дополнено все это тщательным расходником ускоренная перезарядка торпед. Огорчает лишь откровенно низкая скорость хода торпед, а также их бесполезность против эсминцев. Нужно отметить среднее по меркам класса ПВО, которое представлено тремя аурами. Ближняя аура до 2 км с уроном 56 единиц, средняя аура до 3,5 км с уроном 70 единиц и дальняя аура 5,8 км с уроном 63 единицы. Перки командира в моем выборе следующие. Первый перк – профилактика. Второй перк – из последних сил, который позволяет частично сохранить скорость и маневренность при критах двигателя и рулевых машин. Третий перк – мастер борьбы за живучесть, который увеличивает нашу боеспособность. Четвертый перк – мастер маскировки. Снижаем заметность на 10%, повышая живучесть эсминца. Пятый перк – мастер перезарядки торпед. Ускоряю перезарядку торпед на 10%. В моем геймплее глубоководные торпеды вносят весомый вклад в копилку урона. Шестой перк – отчаянный. В целом повышаем огневую мощь эсминца при снижении боеспособности. Седьмой перк – взрывотехник. Как по мне, поджог довольно часто работает, а уникальный Кэп Даронг имеет дополнительный буст на поджог. Восьмой перк – суперинтендант. Увеличивает количество снаряжений. Дымы позволяют лишний раз безопасно добить противника или спрятаться от авика. Ускоренная перезарядка – это тот расходник, который в последнее время существенно повысил эффективность эсминцев в Паназии. Дополнительный форсаж тоже лишним не будет. На Синьян я установил следующие модернизации. Первый слот – основное вооружение. Усиливаем живучесть главного калибра и торпедных аппаратов, что позволит нам более эффективно использовать возможности эсминца в бою. Второй слот – защита машинного отделения, чем повысим живучесть двигателя и рулевых машин, что так важно для эсминца, который всегда находится на линии огня. Третий слот – торпедные аппараты. Немного повысим скорость хода наших торпед. Четвертый слот – энергетическая установка. Повысим подвижность и тем самым живучесть эсминца. Пятый слот – система маскировки. Снижает заметность эсминца на 10% и на 5% повышает рассеивание снарядов атакующих противников. Доступное снаряжение Синьян. Стандартная аварийная команда. Время работы 5 секунд и время перезарядки 40 секунд. Приятный в использовании дымогенератор. Время постановки дымов 30 секунд, рассеивания 70 секунд и перезарядки 100 секунд. Имея такие тайминги, эти дымы практически всегда готовы к использованию. Кроме того, с перком капитана Суперинтендант количество дымов вырастает до 6. В этот слот может быть установлена РЛС, которая гарантирует обнаружение кораблей в радиусе 7,5 км. Работает 20 секунд и перезаряжается 120 секунд. Но играть с РЛС эффективнее взводом, а соло-эсминец гораздо увереннее себя чувствует с дымами. Форсаж, который увеличивает максимальную скорость на 8%, работает 120 секунд и перезаряжается 120 секунд. И совсем недавно эсминцы Паназии с 8 по 10 уровень
получили расходник ускоренная перезарядка торпед, который гарантирует чудовищную концентрацию торпед в нужном месте и в нужное время. И этот расходник разработчики добавили в отдельном дополнительном слоте. Кроме того, на удивление, еще не все знают или забывают о наличии этого расходника у эсминцев Паназии. Подводя итог, следует сказать, что Синьян – это эсминец, который имеет хорошую маскировку и способен пересветить многих одноклассников. В своем арсенале Синьян имеет хоть и не быстрые, но мощные и самые незаметные глубоководные торпеды, реализация которых довольно комфортна в обороне и не так эффективна в атаке. Кроме того, потенциал урона торпед существенно повышен вводом дополнительного расходника ускоренная перезарядка торпед. Но все же торпеды ситуативны и могут оказывать существенное влияние на исход боя лишь в том случае, когда действия противников будут этому способствовать. Главный калибр эсминца откровенно слабоват и не позволяет на равных противостоять многим одноклассникам. И все это делает Синьян не очень стабильным, но все же опасным и довольно интересным эсминцем. Интересно, какие впечатления у вас оставил о себе этот эсминец? Жду ваши комментарии и до новых встреч в следующем видео. Thank you.